Мы живем в России, самой большой стране мира. Российская Федерация – многонациональное государство. Огромная часть России раскинулась в Азии и называется Сибирью. Сибирь покрыта густыми лесами, среди которых текут быстрые полноводные реки, а озеро Байкал – самое чистое и глубокое на нашей планете. Один из древнейших народов Сибири – эвенки. Они живут здесь во многих местах, а когда-то эвенкийские охотники перешли по льду Берингов пролив, заселили Америку и стали предками американских индейцев. Вся жизнь эвенков связана с рыбной ловлей, охотой и разведением оленей. Старики рассказывают, что олени появились в Сибири, упав с небес. Во всех других местах они ударились о твердую землю и разбежались. И только эвенки догадались подстелить им мягкий мох. Поэтому олени остались жить у эвенков. Здесь сохранились сказки не только про оленей, но и про других животных, больших и маленьких. И каждая сказка, как сверкающий камень, самоцвет. Медвежьи истории. Я нарисую вам 3 истории про самого главного зверя в тайге – медведя. Пришла в тайгу весна. Всю зиму медведь в своей берлоге спал, а по весне она подтаяла. Весна, весна, а есть нечего. Эх. Почему у бурундука полоски на спине? Ни ягодки, ни орешка. Эх. И пошел Мишка в лес искать что-нибудь поесть. О, ягодки! Да не скоро еще медвежья еда, ягоды да орехи созреют. Вот видит медведь старый пень. О, сяду, отдохну маленько. А под этим пнем была нора, в которой жил бурундук. И медведь чуть не раздавил его домик. Эй, есть тут что ли кто? Вылезай! Здравствуйте, дедушка медведь. Вам чего от меня надо? Здорово, бурундук. Может, у тебя хоть есть чего поесть? Ах, сейчас. А у бурундука в норе ягоды да корешки еще с осени хранились. Ну вот, как бы вот. Так и стал он бегать туда-сюда, туда-сюда. Вот и все, медведь. Больше ничего нет. А мне больше ничего и не надо. Я уже сыт. А? Хоть и маленький ты зверь, бурундук, а хороший. Что это было? Это я тебя погладил. Ничего себе, погладил. Ничего себе, погладил. Ну вот, убежал куда-то. Спасибо тебе, бурундук! Эх. Да, так и ходят бурундуки с тех пор полосатыми. И их дети, и дети их детей. А когда их спрашивают, а откуда такие красивые полоски, они отвечают: Это нас дедушка медведь погладил.
После прохладной весны наступило богатое на ягоды, мед и орехи лето. Ой, как припекает. Да, еды много, но такое знойное солнце, что медведь целый день от жары под деревья прячется. Почему карась плоским стал? А в озере жил хвостун и забияка карась. Вдруг у воды появился медведь. Здоров, медведь! С чем пожаловал в наши края? Привет, карасик. Да вот, пришел попить водички. Жарко мне. Шуба-то у меня, знаешь, какая теплая. Да еще это солнце. Так лезь ко мне в воду, у меня тут прохладно. Ну нет, это ты в воде жить должен, а я на земле. Вот, каждому свое. А я могу и на берегу жить, и в воде. И там, и тут, и тут, и там, и тут, и там, и там, и тут. Ну и я могу, и тут, и там. Только мне неохота. А давай проверим, кто из нас сильнее. Ты полезай в воду, а я на землю выпрыгну. Кто из нас дольше продержится, тот и выиграл. Что? Чтоб я с рыбой спорил? Плыви отсюда. Испугался. Кто? Я? Ты испугался. А еще медведь. Да я запросто. Ну вот, я уже. А теперь ты. Ну, вредная рыба. Но медведь не то что купаться, умываться не любил. Давай, смелее, мы все видим. С головой полезать, да чтоб макушка намокла. Не хочу я с тобой больше силой мериться. Это ж надо, из-за какой-то рыбешки чуть не утонул. Ой, поддался, как дурак. Проиграл. Вот ты какой трусливый и слабый, а я какой маленький, а какой сильный. Был карась круглый и толстый, а стал плоский и тонкий. Вот теперь таким и плавай. Совсем уже совесть потерял. Спорит он. Давай силой мериться. Нырни, вынырни. Ишь ты, раскомандовался. Вот с тех пор и стали все караси плоскими. И их дети, и дети их детей. Солнечное зеленое лето сменило дождливая рыжая осень. На кедровых деревьях созрели шишки с сытными и полезными орешками. Одни птицы на юг улетают, а другие в родных краях остаются. И чтоб голодную зиму в тайге пережить, кедровка орешками должна запастись. Отчего кедровки худые? Наш знакомый медведь тоже по тайге бродит, да кедры трясет, чтобы с накопленным жирком всю зиму в берлоге сытым проспать. Ой, тяжело мне старому. Ой, сгибаться до шишки поднимать. Вот если бы они мне сами в лапы собирались, вот это было бы дело. Здравствуйте, самый уважаемый и почитаемый медведь. Привет, кедровка. А
А что это ты тут с шишкой делаешь? Это я вам в подарок лучшую шишку принесла. Я могу вам еще 10 шишек принести. Да тут уже полно. Лучше помоги мне их с земли поднять. Конечно, помогу, самый уважаемый. Но ты только посмотри, как здесь много шишек. Мне одной не управиться. Можно я позову на помощь всех своих братьев, сестер и друзей? Конечно, зови! Пусть все помогают! Тра-та-ти-та-та-та-та, тра-та-ти-та-та-та-та. Эй, эй! Эй, эй! Ну все, птички, поднимай шишки! Эй, рябые, вы куда, а? И это моя. Глупышка. Ух, вредина! А! Ну и ладно, обжоры. Все равно такими толстыми, как я, никогда не будете. А? Здорово! Да, жадные, хитрые, счастливыми не бывают. Ух ты! Здорово! С тех пор все кедровки, и их дети, и дети их детей, сколько бы ни съели, все равно не толстеют. А медведь, смотрите, опять зимовать пошел. Большой и толстый. Так что ни одна лесная история без медведя не обходится. Не зря его зовут хозяином тайги.